Приветствую, дорогие друзья! Сегодня выходной день, и я нахожусь в Бельгии, но минут через 15 буду уже в Германии. Моя цель сегодня посетить, и то, что вы сегодня увидите, это заброшенная американская воздушная военная база, которая назначение ее было, скажем, оберегать Германию от возможной атаки русских ракет, насколько я понимаю. Эта база была построена в 60-е годы, и она функционировала аж до 2008 года. В 2008 году ее закрыли, и сейчас она пустует. На эту территорию заходить как бы нельзя, там есть знаки определенные, колючая проволока, в общем, все, что надо, там есть. О, прямо дождик начинается, ребята, это мне не самое, это не хорошо, что начинается, ну ничего, не сахарное, не растаем. Так, в общем, эта база была основана в 60-е годы, работала до 2008 года, оставлена, знаки стоят, что там лазить, в общем, шариться нельзя, но я все равно, я один раз там был, я заехал нечаянно совсем на мотоцикле, я там прокатился по территории, открыл забор, в общем, он был приоткрытый, там чуть-чуть пошарил, есть видео, там потом внизу будет, постараюсь закинуть ссылку того видео на мотоцикле. Но проблема та, что в тот момент там был бусик, по-моему, с румынскими номерами, и, ну, я так понимал, что там такие звуки были, бум-бум, в общем, там ребята металл доставали. Ну и я как бы там один был на мотоцикле, но не самое приятное ощущение было. Но все равно я немножко погулял, посмотрел, поснимал и уехал оттуда. И сейчас уже еду с новыми силами. Правда, сегодня должны были ко мне присоединиться один человек точно. И еще человека 3 должно было присоединиться. Но в итоге получилось так, что 3 человека, которые должны были подсоединиться, последний час написали, что они, ну, в общем, у них поменялись планы. Ну, это их не дела. А тот другой человек, который 100% со мной должен был идти, у него почему-то там возникла какая-то паранойя, что лучше не идти, потому что у него там, в общем, пацана там немного с документами проблемы. И если вдруг нас запалит полиция, то ему могут быть на самом деле проблемы. Ну, в общем, так что я еду один. Вот так. Ну, надеюсь, будет интересно. Все, ребята, я прибыл на место. Это самая ближайшая точка, где можно оставить машину. Комаров здесь куча. Я это предусмотрел. В общем, ребята, машину оставил в укромном месте. Я уже почти на месте. Но оставил ее подальше, чтобы не светить. Вот нам сюда. Не знаю, на прямую дорогу идти или... Ну, в общем, наверное, обойду всю территорию. Потом смотрю, откуда надо будет зайти. Вот, на воротах замок висит. Но для меня это не препятствие. Что-нибудь придумаем. Ребята, нашел какой-то пролаз. Вот такой. Нет, тут не очень приятный пролаз. Походу здесь еще вижу один. Ну вот. Это уже человеческий пролаз. Что, ребята, потихоньку приближаемся. Приближаемся. Странно, здесь вот такое какое-то поле. И оно слишком ровное. Я потом с этой башни посмотрю и залезу, есть ли что-то на этом поле. Потому что так не особо не видно, что здесь может быть. В общем, я уже на территории. Вокруг меня летают мухи. И вокруг вашей камеры тоже. Смотрите. Вот, они с вами здороваются. Вам привет передают. Все, постараюсь потише. Здесь могут и люди какие-нибудь быть. В прошлый раз здесь были металлоискатели или
Воры металла, как их назвать, не знаю. Все, приехали. Пошли. Ходить по-тихому. Особо не светиться, потому что территория, на которой я нахожусь, в ней ходить нельзя. О, бля, вот здесь какие-то люки есть. Я не взял никакого инструмента, чтобы открыть. Но я все равно открою. А пока посмотрим, что здесь в здании есть. Сейчас посмотрим. Туалет. Здесь неинтересно. Так, здесь все. Выйдем на улицу, посмотрим, что там. Хорошо. Короче, открываю люк, смотрю, что под люком интересного. Ребята, здесь нашел. Это, походу, какой-то отопительный прибор. И здесь даже есть даты. 2000 год, 99, 93. Машина едет, прячемся. Да, это отопительный котел какой-то. В общем, эти два люка я проверил, там просто полно воды до верха и какие-то механизмы стоят. В общем, если это все откачать, то что-то можно еще интересного найти. Идем дальше. Ребята, вот такие мешки здесь лежат не просто так. Это для того, чтобы кто-нибудь не упал, скажем, вот сюда куда-нибудь. Видно, есть шахта, там куча воды. Туда мы не полезем. Посмотрим, что здесь интересного есть. Сколько здесь всякого такого мусора, который очень создает много шума. Видите, здесь не настолько устарелое все, довольно современное, я бы сказал. Ребята, как вам? Бетонные блоки, стены, вышки. Здесь что-то будет интересное. Идемте посмотрим. Можно куда-то и провалиться сюда. Вот она, вышка. Что здесь такое? Такое ощущение, что охладительное помещение, в котором охлаждалось что-то, то, что нагревалось. В общем, здесь уже металлисты побывали, украли все, что могли из такого ходового, что является медью. Ну вот видите, все украдено до нас. Вася. Бомба-люки. Но они с водой. С водой. Там внутри вода. Что смотреть некуда. А нифига себе, ребята. Смотрите, куда мы подошли. Но я хочу это оставить на десерт. На самое последнее. Hello? Ну, ребята, мы здесь не одни, тут тоже есть сталкеры. Вот так. Дальше посмотрим, что тут интересного есть в помещениях. Сейчас включу. Вот такие коммуникации. Интересные. Лесенка. Комнатки всякие. Тут уже
Явно побывали металлисты. Сейчас немного посмотрим, что тут за помещение. Прям не наступить бы на что-нибудь, на что можно проткнуть ноги. Вау! Кстати, ребята, смотрите, здесь есть гипсокартон. Это значит, когда-то здесь были реконструкции. Здесь вот еще одно помещение. Армстронг. Армстронг — это такие подвесные потолки, вот они называются Армстронг. Ну, здесь металлисты разбирали что-то. Смотрим дальше. Здесь все. Ну вот, видите, ребята, я говорил, что возможно здесь кто-то еще может быть. Так и было. Хорошо, что с собой фонарик взял. Даже не один взял, а два целых. Исследовать. Что тут за каморочки? Тоже какие-то каморки. Типа туалет. Туалет здесь. Здесь выход. Вот это бетонные стены, через которые я вошел. Но мы сюда еще вернемся. Так, окей. Что у нас здесь под землей? Коммуникация небольшая. Смотрите, видите, ребята, сколько здесь было электрических всяких систем. Вот. И когда-то, ребята, это все работало. Представляете? Ну, как и в Чернобыле тоже все когда-то работало. Так, что у нас помещение? Какое-то стрёмное помещение. Душевая, что ли? Там выход. Так, здесь мы туда придем, уйдем. Ничего здесь. Рубильники. Какие рубильники? Трансформатор, трансформер. Клима. Сейчас включаем, здесь повыключаем. Бля, если здесь гипсокартон, тут можно наступить на какой-нибудь шуруп еще. Ботинки я особо не взял такие. Так, куда мы выйдем? Вот здесь какие аппараты стоят. Все на разборку. Здесь какой-то механизм офигенный. Вот здесь, ребята, трансформатор. С трансформатора выливают масло. Потом оттуда достают медь. Добывают. Так, еще здесь не посмотрел. Здесь интересно, что тут за бомбалек. Ух ты. А, это какие-то фильтра, ребята. Так, дальше что у нас?
Все, в общем, ребята, пытаюсь отсюда выйти из этого помещения и пойти в какое-нибудь другое место посмотреть, что здесь есть еще интересного. Ребятки, здесь нашел надпись «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет». Вот так. Исхода нет. Вот такие, ребята, толстенные стены в 2 руки. Такие коммуникации. Интересное сооружение, что мы здесь еще не были. Так, люка открытого никакого нет. Кстати, ребята, заметьте, в Прибалтике, допустим, все такие металлические люки и все остальное, уже давно их бы не было. А здесь они еще, вот, решетки целые. Кстати, смотрите, малина радиационная. Но ничего на вкус. Так, сюда мы еще, если что, вернемся. Еще один какой-то металлический бокс. Посмотрим. Тьфу, металлический, бетонный. Блоки. Идем посмотрим, что здесь такого есть. Ну, что-то похожее, как и там, наверное. Какие-то специальные помещения. Фонарик надо включить. Специальные помещения. Ого, какой человечек. Ребята, в прошлый раз вот в этом здании, возле этого здания стоял бусик, и слышались там звуки, как будто там строительство происходит. Но это строительство означает, что там просто металл воровали. Идем сейчас в это здание, посмотрим, что там хорошего. Потом обойдем периметр. Здесь еще одно бомбоубежище есть, которое я не смотрел. И потом вернемся на вышку и поднимемся наверх, если нас сюда до этого не выгонят или не увезут с наручниками. Ну, если мы не успеем убежать, конечно. Вот столько пластика от медной проводки. А это только цветочки. Тут я представляю, что дофига его еще здесь. Это пластик, и сколько здесь меди было украдено. Это, посмотрите, заборы. То есть, что связано с нецветным металлом, здесь еще куча не украдено. Даже столбы стоят. Люки, все есть еще. Такое трехэтажное здание. Какое-то. Наверное, все комнаты заходить точно не буду. В общем, явно здесь жили солдаты, здесь что-то волочили. Следы видно. Наверное, какую-то металлическую херню. Интересно, откуда тащили? А, ну понятно, вот, наверное, такие лестницы тащили. Кстати, здесь есть подвал. Подвал затопленный, к сожалению.
подвал затоплен, что за бочка можно проплыть куда-нибудь туда, наверное, да? Ну, в общем, там что-то еще тоже есть интересненького. Ого! Посмотрите. А там на самом деле что-то интересного есть, только надо... Там уже вплавь надо надувную лодку, как бы суперресурса иметь. Так, ну посмотрим первый этаж. Более-менее. Пойдем дальше. О, сколько тут помещений еще есть. Прикольно, смотрите, даже ковер есть. Прикиньте, да? Какой резонанс. Вот здесь ковер, разбитые стекла. И здесь все заросшее травой. О, алюминиевые рамы. Еще на месте. Коврики, коврики. Оба. Что здесь такое? Что здесь такое? Здесь канализация. Здесь канализация. В общем, здесь, ребята, ничего интересного такого не нашел. Я сомневаюсь, что на других этажах найду что-нибудь интересное. Но пропал. Еще 2 этажа по-быстрому. Потом обойду другие здания по периметру. Это что за чердак? Чердак, как чердак. Лауф, лауф. Это для особого спецназа сюда прыгают. И прыгали, видно. А еще металлические трубы не спилены. Бля, мы сейчас бы здесь кого-нибудь еще не встретить. Недружелюбного. Недружелюбную персону какую. Где двери? Я хочу двери попинаться. О. Может лучше не шуметь. Здесь еще одна катапульта. Мне послышалось, или это были шаги? Какая здесь прекрасная панорама, а? Опа, здесь еще и чердак есть. Как на него забраться? Мы еще подумаем, забираться ли на него, стоит ли или нет. И на мне как-то в этом здании не очень интересно. Все одинаково. Ну вот чердак, это любопытно. На самом деле. Здесь граффити. Бля, почему я не взял ничего? Мне тоже надо вставить, найти что-нибудь. Написать: здесь был Вася. А, ребята, как вы думаете, надо так сделать? Я думаю, надо. Опять какие-то шорохи. Оу!
что, ребята, умудрился я забраться на чердак. Идем посмотрим, что здесь интересного. Какие конструкции здесь. Вата, блямба, надышусь этой ватой. Фу. Наверное, дальше не пойду туда. Слишком много ваты. Давай немного сюда вперед пройду еще. Посмотрю, что здесь обитает. Опа, дождик начинается. Ладно, ничего здесь интересного нету. Дождик начинается. А нам еще по улице немало идти, так что пошли. Ну вот, ребята, подвальное помещение. Вода. Ничего интересного не вижу. Это вентиляция. К сожалению, там дальше забраться не могу. Что здесь такое? Что это? Знаете что, ребята? Это как они называются? Кирпичи и стекла. Прикольно, еще целый. Может, есть производитель где-нибудь. Помоем руки. В атомном реакторе. Пойдем дальше. Что, ребятки, идем дальше обследовать территорию. Еще немало тут. Надеюсь, допоздна успею залезть на эту вышку. А может, как раз на закат солнца. Романтика, слушайте. У меня есть чай, бутерброды. И на этой вышке закат встретит. Всем прикольно. Так, ну что, куда мы подходим? Что здесь? Еще одна какая-то котельня. Ребята, смотрите, здесь такую бронзовую фигню еще не стыбзили, а? Как они могли, облажались металлисты, такую штуку оставить? Ну, мне она не нужна, там тоже бронзовая штука есть. Мне нахрен это не надо. Тетя. Она здесь живет, что ли? На сегодня я надышусь этой ватой. Он трусил. Все, здание закончилось. Это что за какое-то невзрачное помещение? Ребята, какая тишина. Шагис. Херня тут летает. Какой-то комар большой. Смотрите, бронзовый краник еще есть. Говорю, странные металлисты здесь. А может здесь когда-нибудь security приезжает и
Карасики из раз вылавливать. Смотрите, какое заваленное здание. Шакис. Как здесь пройти? Здесь каналы. Ромашки, не ромашки. Ребята, подходим к самому последнему зданию, ну, по крайней мере, в длину, самое последнее. Мы начали экскурсию где-то оттуда, аж за вышкой были, дошли сюда, посмотрим, что здесь внутри есть, и потихоньку будем возвращаться к, что это такое, Метабо. Будем возвращаться к вышке. Я все-таки хочу ее одолеть сегодня, потому что на нее не залезть, побывав здесь, это преступление. А что мы тут имеем? Интересно. Здание последнее. Я в него не пойду. Я в прошлый раз в нем был, там ничего не было. Но там очень палевно, потому что там прям рядом дорога, ворота, на которых написано, что там запрещено сюда заходить. И ну, можно просто засветиться без толку. Так что туда не пойду. Здесь какие-то гаражи вижу. Ребята, могу снять на прокат вам гараж. Можете его разрисовывать как хотите. Во, ребята, смотрите, сука. Алюминия не надо вам. И мне не надо. Во, можно потусоваться. Прикольно. Это что, не гараж, то что-нибудь интересное. Почки всякие. О, кстати, красивая картинка. Колесо, броши, с зеленью, пол в гараже. О, сколько здесь красивых цветов, смотрите. Сколько разных, да? Красота. Знаете, когда оставляют какие-то территории, и эти территории захватывает природа, иногда даже совсем красиво это получается. То есть природа все равно свое забирает. Что бы вы там ни строили. Что здесь за будка на курьих ножках.
Посмотрим через окошко. Ну, такая будочка. Ничего особенного. Да, вон там прям машины проезжают, и если проедут, ну, проехала машина, если проедут полицейские, они просто так, если заметят, я думаю, просто не проедут мимо. Смотрим, что тут еще. Кто-то на мотоцикле катался так, не все посмотрел. Сейчас хочу максимально посмотреть, что здесь есть. Так, а здесь что? А здесь? Здесь закрыто на замок. Ну, явно, что ничего интересного нет. Кстати, ребята, вот это какой-то пандус, на который можно что-то закатить. Может, если знаете, напишите в комментариях, что здесь могли закатывать наверх. Какую-то, может, радиоточку, какую-то пусковую систему. Или не знаю, ну, что-то мобильное, я так понимаю. Да, как вы думаете? Здесь внутри что-то есть. Добрый вечер. Здесь кто-нибудь есть? Хрена вам лысого. Прикольно, ребята. Что она здесь делает вообще? Не знаете, что больше всего интересно? Дата выпуска. 2001 год. Механизма уже нету. Но металлисты опять не забрали медь. Эх, металлисты. А что, адрес прислать, что ли? Закрыто. Блин, здесь уже совсем дорога прям. Я тут свечусь, хожу. Опа. Это что такое? Баллон с чем-то. Я нахожусь в этом здании, где там я говорил, что показывал заезд на пандус. Предохранители. Выкрутим один, нет? На память. Немецкое производство, нет? Ладно, оставим. Ну, хотя бы рубильник один надо взять. Вот, кстати, я помню, что советские рубильники, вот это была медь. Оставим. Опа, какой красивый значок, ребят. Ребята, как вам рубильники? Я таких еще не видел. Это как это? Или это не рубильник? Что это такое? Вася. Опасно. Вася. Для жизни. Напряжение. Ребята, здесь есть какие-то люки. Такая же территория. Здесь есть какие-то люки. Я хочу хоть немного спуститься, посмотреть, что там. Хотя бы чуть-чуть. Далеко спускаться не буду, потому что это опасно. Ладно, влез. Короче, ручка.
небольшой перекурчик. Что это, клещ, не клещ? Его уже нету. Небольшой перекурчик. И отдохну, позаряжу камеру немного. И буду пробовать лезть на эту вышку. Не знаю, как там вопрос с лестницей. Присутствует она там какая-нибудь, нет? Ну надо залезть же, правильно? Не знаю, сколько этажей. Но больше, чем 9, так точно будет. Надо будет замерить, кстати, высоту. Хотя нет, нечем мне замерить. Надо посмотреть, у меня в телефоне, может, есть замер высоты до восхождения и после. Тогда узнаю, сколько она метров высотой. О, бля, какой горячий чай. Ну что, ребята, полезли? Что, ребята, подходим к бомболюкам. Ни хрена себе! Металлическая дверь. Здесь тоже такая. О, работает все еще. Все так легко работает. Не знаю, что. Здесь все украдено до нас. Ну, еще не все. Смотрите, можно закрыть дверь даже. Блин, тут такая дверка, надеюсь, она не упадет, на сопляк держится. Я не знаю, сколько весит. Что это? Хрена себе. Такое ощущение, что кто-то ее открывает. Вроде бы здесь никого нет. Смотрите, ребята, сколько тут еще не украли меди. Здесь тоже. О, здесь были тусовочки. Явно. Кто-то здесь тусовался. Ребята, медь. Бери не хочу. Что я спросил про эту медь? Так. Нам сюда. Вот она, вышка. Так, поближе посмотрим.
Короче, здесь постоянно какие-то происходят звуки. Такое ощущение, что я здесь не один. Ну ладно, мне это не мешает лезть наверх. Так, ждем, пока машина проедет. Проехала, поехали. Садимся. Не светится так. Смотрите, ребята, тут еще кабеля остались. Не все сворованы. Да, ну что-то стрёмно становится. Здесь еще не так высоко. Ну вот. Присесть. Чтоб не светиться. Высоко там, ребята. Точнее, там очень низко. Ну а еще метров 20 примерно до самого верха. Фу, надо немного дышаться. Здесь хорошо, тут залазишь, полулежа сидишь и в принципе можешь, ну тебя никто не видит снизу, в принципе. Хорошо здесь лезть. Как-то эти тучки мне не очень нравятся. Но зато вид здесь хороший. Будьте здравы. И не лазите в такие места, довольно опасно. В принципе, наверное, в следующий раз, если лез бы, то хоть какую-то страховку, пояс надел бы, наверное. Ребята, поднимается ветер. Это может означать только одно. Сейчас начнется дождь, чтобы не слезать. Надеюсь, все будет нормально. Так, смотрим показания. Высота 700
16 метров, 18, 19. В общем, 720 метров это я на вышке нахожусь, еще метров 5 наверх. Ну, грубо 720 метров. Когда слезу вниз, смогу посмотреть, сколько высота. И тогда пойму разницу, насколько я был высоко. Все, ребята, я уже спустился. GPS-сигнала нету. А вот есть 768 метров. Тьфу, 467 метров. А было 720. 720 минус 466. Короче, голова не работает после спуска. Напишу в комментариях. Вот. Все. Осталось успешно добраться до машины. Все. И заканчивается моя прогулка по военной бывшей секретной базе. Так, как мне выходить отсюда? Тем же путем, что пришел, или другим путем? Каким-нибудь. Но тем, что пришел, наверное, будет покороче. Да, им же и пойду. Все, ребята. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Вот она катается. Фу. И до новых встреч. Удачно вам проводить время. Главное, чтобы безопасно, потому что то, что я сейчас сделал, я бы не сказал, что это очень безопасно. Но это приятно было. Все, пока. Да, я это сделал. Какого бы кабанчика не встретить. Да, я совсем вовремя уже начинает как-то на глазах темнеть. Фу, все, успешно вышел, никто меня не спалил, ничего. А то немцы, они такие же, они могут увидеть тебя, что ты лезешь там где-то на вышку, так 100% позвонить. Нужно порядочно очень. Ну да, по лесу погулял чуть-чуть от машины до машины. То, грибы растут, ребят. Середина лета. Germany. Германские грибы. Здесь тут нету каких-нибудь змей, то я тут хожу вот так. Вот так. Ну, ничего, познакомимся с местными змеями, если что. Ну вот и моя машинка. Целая, невредимая. Ребята, как я вовремя, а? Как раз вот дождик начинается. Я вот только сел, включил навигацию туда-сюда и, пожалуйста, все как в аптеке, все подрасчитано. Прощай, вышка. Все, ребята, до новых встреч. Подписываемся, ставим лайки. Если вам было интересно, напишите, что вам именно было интересно и что вам было неинтересно, чтобы я на следующий раз знал, что лучше вообще не показывать или... Ну, в общем, вы меня поняли. Все, давайте. Пока. Станция ПВО American Style.